Всем привет! Сегодняшнее видео у нас будет посвящено вот такому прибору. Это устройство называется гидравлический опрессовыватель электрических наконечников, как медных, так и алюминиевых. Диаметр у наконечников может быть разный, в зависимости от того, какой диаметр у вас матриц стоит. Да? То есть заготовил я его сам своими руками. Вот, и решил показать тоже, что у меня получилось. То есть в интернете я смотрел, в YouTube ничего подобного нету самодельного, вот в виде таких гидравлических опрессовывателей. Есть магазинные обзоры, показывают на покупные гидравлические опрессовыватели, но у них ценник такой сейчас не демократический, очень дорогие они, там, я не знаю, там от 7000 и дороже идут уже ценник. Вот. Здесь же я его сделал из обычного бутылочного домкрата. Можно вот видеть название его: Ермак трехтонник. Бутылочный домкрат очень маленький, но практически самый маленький. Взял его в магазине постоянных распродаж, МПР называется. Буквально он стоил там по скидке 1000 рублей. Я его за 1000 рублей взял. То есть вот он в руке умещается у меня. Вот такой маленький домкратик. Отличная вообще вещь. Ну, думаю, надо взять и пригодится. Сделаю из него что-нибудь. Есть у меня в гараже, стоит немного побольше этого, чуть-чуть. Вот. А этот совсем маленький. Тот пригодится мне, а я говорю, из этого сделаю вот гидравлический опрессовыватель для наконечников. Вот. Вначале я сделал его попробовать без станины, вот без этой. Но оказалось, что рычагом работать неудобно, так как он начинает опрокидываться и падать, этот опрессовыватель. Вот. И потом в конце понял, что нужно будет делать станину. Так как я буду работать в основном на верстаке, либо на столе. Вот. Я не хожу никуда по различным шабашам, которые, как электрики, делают, да, опрессовывают наконечники где-то в электрощитках. Я работаю на верстаке, занимаюсь сборкой сварочных аппаратов, контактных сварок, машин контактной сварки, и мне там нужно будет опрессовывать наконечники 95 квадратов миллиметров. Вот. Медные наконечники. И в основном я работаю на столе, либо на верстаке. Поэтому и решил себе сделать именно такой вот, в таком виде, чтобы он у меня стоял на верстаке. Бутылочный домкрат вертикально. Вот. Ну, я посчитал, мне в таком исполнении будет удобней, чем в лежачем положении, в горизонтальном его делать. Вот. Хотя в горизонтальном положении его тоже можно делать. В YouTube есть обзоры, как сделать из бутылочный домкрат. Разбирается, вставляется там резиновая шланчик или кембрик на противоположную сторону, переводится, опускается, да, это бутылочный домкрата. Вот, и можно будет его ложить и лежа использовать. Но я решил, что не хочу такого исполнения в лежачем, горизонтальном, буду делать его в вертикальном. Вот так я оставил. Вот. Сейчас попробую его опрессовать. До этого я попробовал опрессовывать. Это у нас был без станины, просто бутылочный домкрат. Опрессовывает он нормально, вот, но неудобно было держать, потому что не было вот этой станины, вот, потому что она опрокидывалась постоянно. Вот, неудобно было держать, поэтому сейчас я сделал станину, вот, чтобы он не опрокидывался, и сделал еще вот такой дополнительный, это матрицу, то есть она меньшего сечения. Вот здесь вот сечение побольше стоит, вот, и потом устанавливаем, обожмем и установим поменьше сечения и обожмем посильнее медный наконечник. Так, сейчас я поставлю камеру на штатив и будем пробовать все это дело обжимать в нашем гидравлическом опрессовывателе.
Так, поставили камеру на штатив и сейчас будем пробовать опрессовывать медные наконечники. Медные наконечники у нас вот так вот они выглядят. И будем сейчас мы опрессовывать на этот кабель 95 квадратов. Вот подобные такие аппараты я делаю. Это у нас машина контактной сварки с педалью. Также они универсальные, то есть снимаются со станины и можно использовать как ручные клещи. Очень достаточно такие мощный аппарат. Вот. Вылет клещей тоже варьируется в зависимости от вылета клещей и от мощности аппарата. Цена его тоже варьируется. То есть от 29 тысяч до 45 тысяч. Тоже заказывают для разных видов работ. Вот с длинным вылетом, с маленьким нижним электродом. Это у нас идет для дымоходов, вентиляшек используют. И также заказывают для изготовления из проволок изделий. То есть это для каркасов венков ритуальных и так далее. Вот, это отступление такое небольшое. Кто хочет себе такие заказать, я номер здесь вот оставлю внизу видео. Можете звонить, писать, WhatsApp, Viber, всем отвечаю. Либо пишите в сообщении под видео, комментарии оставляйте, тоже всем отвечаю. Вот, подписывайтесь на наш канал. Все ссылочки также на меня будут внизу в описании под видео, на мои резервные каналы Яндекс.Дзен, Рутюб и Телеграм. А ВКонтакте наша группа постоянная, также подписывайтесь. Все наши видео, фото будут там тоже публиковаться. Вот. Не забываем ставить лайки. Вот, а мы продолжаем. Так, сейчас я буду обжимать в данном аппарате. Поставим так, чтобы было видно. Заводим немного, подогну кабель. Кабель жесткий, толстый. Сделаю вот так, чтобы было видно. Так, немного увеличим вот таким вот образом. Сделаем, увеличим зум и начнем. Так, здесь у нас закрыто. Начнем опрессовывать. Тут уже практически все соединилось. Наши. Здесь, наверное, можно сразу же использовать мелкие, маленький матрицу поставить с мелким сечением, с меньшим, потому что здесь я гляжу, он практически не опрессовывает, то есть не достает шестигранник, только слегка немного, так скажем, назначил места, замял наш наконечник. Вот, ну сейчас мы поменяем. Так, поставим матрицу меньшего сечения вот таким вот образом. И сейчас уже должен быть опрессовываться по-нормальному. Так, закрываем экранчик. И начинаем прессовать. Здесь видно, что прессуется уже нормально.
Так, закрываем кран. Сейчас запрессую и покажу, что получилось в итоге. Закрываем. И у нас получился вот такой вот опрессованный шестигранник. Видно, что немного здесь с краю чуть-чуть замяло. В принципе, это не сильно не критично. Но прессует вообще замечательно. Не вытащить это 100%. Ну, можно так сказать, что не хуже покупного опрессовывателя точно. Прессует шестигранником со всех сторон. Вот, в принципе, нормально. Руками не вытаскивается, все запрессовано отлично. Так, сейчас мы прессуем второй наконечник. Так, перекрыли и закрываем, то есть начинаем прессовать. Вообще отлично все получается. Вот таким вот образом прессуется в виде шестигранника. Ну и в принципе я, так скажем, на этот раз доволен, как прессуется. Опрессовывается вообще нормально. Мне понравилось. Нормально. Оставляем в таком положении. Переделывать я его уже не буду. Будет у меня он оставаться в таком, так скажем, исполнении. Буду пользоваться его именно так. Все, в принципе, замечательно работает. Кранчик перекрывает. Все работает. Матрицу, да, можно вот эту будет оставить и сделать чуть-чуть меньше вот этого матрицу дополнительно. А может быть даже и не надо. Достаточно, в принципе, он обжимает и вот таким вот образом с первого раза. А может быть я еще сделаю матрицу. То есть перед этим буду обжимать какой-то такой, ну, немного побольше размером, диаметром, да, сечения. Вот, и сначала обожму побольшим сечением, а потом вот этим. Вот. Ну, в любом случае аппарат рабочий, замечательный. Как я его делал, из чего именно, тоже сейчас буду рассказывать, расскажу. Кто-то, может быть, себе тоже такой же сделает в дальнейшем, мало ли. Ну, чтобы не покупать, так скажем, заводской. Вот, только кто-то может себе сделать вот такой аппаратик и пользоваться вот таким именно на верстаке. Ну, кому-то, может быть, надо, не знаю. Всякое бывает. Вот мне вот понадобился.
я захотел сделать такой себе, чтобы не покупать за 7-8 тысяч в заводском исполнении. Да, в заводском исполнении за 7-8 тысяч там у них матрицы нету на 95 квадратов. Он прессует до 95, то есть на 95 у него матрицы нет. Меньше сечения есть, он прессует провода, но провод с наконечником 95 квадратов у него в комплекте нету. То есть это говорит о чем? О том, что скорее всего просто они не осилят, наверное, прессовать на 95 квадратов наконечник. Но не знаю, утверждать не буду, но в комплекте просто нету матрицы на 95 квадратов. Вот и все. Вот я сделал, мне понравилось. Вообще отличный аппарат. Вот, так что советую. Сделано здесь материала потрачено, я не знаю, ну, наверное, 1200 может от силы. Вот, потому что, ну, Донкрат, может, у кого-то есть в гараже валяется такой маленький бутылочный, вообще будет стоить ничего вам. То есть железки любые можно, то есть, найти, если у кого-то нет, можно приобрести, купить, они продаются в магазине, металлобазе где-нибудь. Вот. Низ станиной сделано из уголка, уголок 50 на 50. Я его вот так вот сделал, присоединил здесь, сварил, отрезал лишнюю часть, чтобы у меня вот здесь вот было где-то сантиметра полтора подставочка. Все, достаточно. Ну, чтобы лишний вес убрать, зачем мне целый уголок, я его срезал нижнюю часть, вот оставил здесь 1,5 сантиметра. Длина вот этой нижней части, она буквально по рукоятке. Все. Длиннее она не нужна. Как мы сейчас видели, она все замечательно даже опрессовывает и не падает. Рукоятку я оставил ту же самую, что от Донкрата была в комплекте. Вот она разборная, можно ее вообще вытащить. Кто желает, можно сделать даже и съемную разборную, то есть станину на винтах сделать, крепление приварить, на винтах прикручивать, и она будет меньше места занимать. Я решил, что нафиг мне не надо разбирать ее. Вот она в таком положении, как башмак, будет у меня всегда в этом положении. То есть взял, пошел. Вес у нее там, ну, не знаю, килограмма 3 весит. Не так критично. Пускай стоит на мастерской, и когда надо, я прессую провода. Для каких нужно будет, если мне наконечников медных либо алюминиевых, какого сечения, я себе всегда сделаю такие вот матрицы. Вот. Матрицы делаются из, вот сейчас я вам покажу, то есть они делаются из пластины 25 шириной миллиметров и 4 миллиметра толщиной. Я вот их сдвоил, вот, и сварил. По торцам сварил и обточил по размеру, для того, чтобы эта матрица у меня входила вот именно в это место, в пазы. Вот. Здесь болт сделан для того, чтобы матрица в него верхняя упиралась, когда будем опрессовывать, и в виде упора вот этот болт использовал. А лишнее я здесь вот оставил. Можно это лишнее срезать тоже. Можно так оставить. Никакой разницы в принципе нету. Это просто я так экспериментальный, так скажем, экспонат. Поэтому я с ним сейчас могу все что угодно сделать. Лишнее отрезать. Уже все на рабочем положении, состоянии. То есть я могу его уже покрасить в черный цвет, либо в какой-то другой баллончиком. Вот. Вот эту часть, где ходит матрица, вот здесь вот, тут видно, сделано полозья. Полозья сделано все из этой полосы металлической. Металлическая полоса 25 на 4 миллиметра. Вот эта полоса полностью. Вот. И эти полозья тоже сделаны из этой же полосы.
То есть я отрезал буквально тут 5 миллиметров. Вот, и подрасчитал так, чтобы вот эта толщина вот этой матрицы сюда входила свободно, вот, без смазки, и то есть ходила свободно, вот таким вот образом. Приварил по торцам здесь приварил эти направляющие узенькие из этой же полосы, который 25×4 отрезал по 5 миллиметров, приварил с одной стороны, приварил с другой стороны, и с этой стороны точно так же сделал. Вот, все, и получились у меня направляющие. Здесь внизу, где толкает у нас толкатель, он у меня сделана вот такая площадка, тоже с направляющими. Вот так вот она выглядит. Вот здесь внизу я сделал ушки, а ушки сделал для пружин. Я хотел сделать пружины скрытые, чтобы их не видно было, да, вот, чтобы они вот здесь вот между этим вот толкателем и между пластиной были две пружинки жесткие. Но не найду никак пружинки такого диаметра, чтобы они именно этот вот шток, то есть когда мы его поднимем, и нужно будет потом, когда открутим вот этот вот винт, спускать масло, чтобы этот шток, эти пружинки вниз толкали. Вот. Я такие пружинки никак не найду. Если и не найду, то ничего страшного. То есть и это дело можно и руками его опустить, этот шток. Упало. Так, ставим его обратно. Этот упор. В принципе, можно без упора, но я решил, что с упором будет получше. Ровная площадочка, на которую будет упираться именно вот наша матрица, вот эта, да. То есть ровным краем на ровную площадку будет как бы без всяких перекосов будет толкаться вверх. Так, закроем, и вот мы видим. Я не знаю, у кого-то, может быть, кто-то не будет делать эту площадку, может быть, она будет толкаться и этим. В принципе, никакой разницы. Она толкается и этим пятачком. Пятачок, он крутится, то есть здесь его можно будет либо вниз опустить, либо вверх. Тоже регулируется, но на всякий случай, короче, я его выкрутил для того, чтобы здесь у меня пружинка уместилась. Вот, потому что пружинки, они коротких. Сюда только они широкие, длинные, узенькие можно, в принципе, найти. Но вот поэтому я ее выкрутил. Сделал вот такую вот длину. Вот, именно длинную вот эту. Сам этот направляющий, где ходит вот этот вот у нас матрица. Вот. Если без пружинки, то можно его короче сделать. Просто не выкручивать вот этот вот шток. И можно его сделать в 2 раза меньше. Вот. Не как у меня длиннее. Вот. Но я не буду ничего, наверное, отрезать. Оставлю пока так. Может быть, когда-то где-то попадется мне эта пружинка, и я ее туда установлю. Вот. В принципе, все. Вот. Ничего сложного здесь нет. Здесь у нас приварено прямо к гайке. Да, будете приваривать, обязательно гайку эту откручивайте и приваривайте ее, я не знаю, пробуйте приваривать, все ровно делать, да, приваривать, но где-то на верстаке открученную гайку, потому что я ее приваривал прямо на месте, забыл, что там прокладка, и вот можно видеть, что она, прокладка потекла, вот она, была капроновая, видимо, прокладка, и капрон потек от температуры. Прокладка у меня расплавилась. Но ничего страшного, в принципе, нету. Я на это место герметик, автомобильный герметик намажу и закручу обратно. Все будет нормально.
В любом случае я его лежа не пользую только стоя. А стоя масло оттуда не вытекет. Вот в принципе и все. Вот такого плана у меня получился наш, так скажем, опрессовыватель. К станине приварил я в 3 местах. Здесь вот в этом месте приварил наш донкрат к станине из уголка. Вот, и в одном месте прихватил вот здесь, в 3 местах прихватил. Можно было бы еще прихватить и в этом месте, вот здесь вот тоже, да, но я побоялся здесь что-нибудь поплавить, я не знаю, тоже какие-нибудь сальники резиновые или еще что-то, да. Я решил здесь не приваривать. В принципе, на 3 точках он точно тоже держится нормально. Просто капнул сюда сварочкой, прям небольшое количество сварки, и все держится. Когда, если надо будет что-то болгарочкой, в любом случае можно будет срезать. Вот, и если нужно будет разобрать, да, очень легко эти 3 точки срезаются. И можно будет переделать, либо разобрать, я не знаю, для другого проекта, если когда-то он не нужен будет, этот опрессовыватель. Вот. Либо, если он мне не нужен будет, можно даже не разбирать, а просто тупо продать его или еще что-то такое, да. Вот. Так что, кому понравилось, можете делать тоже такой же из домкрата гидравлического бутылочного. Опрессовыватель, в принципе, прессует вообще замечательно. Мне понравилось, как он опрессовывает. Вообще никакой разницы нету от дорогого опрессовывателя, так скажем, за 10 тысяч. И вот такой опрессовыватель за 1000 рублей у меня вышел. Пластины у меня есть, я всегда их покупаю, потому что мне нужны для изготовления сварочных аппаратов, да. Я металл всегда покупаю. Металл у меня всегда в достатке. И уголки остаются у меня, обрезки вот такие. И вот таких пластин полно. Поэтому я из этого и сделал всего. Вот. Так что, кому понравилось, ставим лайк. Кому не понравилось, ставим дизлайк. Пишите в комментарии, что вы думаете о таком виде гидравлического, да, опрессовывателя для наконечников. Вот. Сделали вы все такой, либо купили бы, не мучились, да. В принципе, здесь работы, я не знаю, ну, полдня повозиться, и он готов. Тут работы-то нет нифига. Вот бутылочный донкрат, направляющий вот эти сделал, станину приварил, все готово. Ну, плюс надо матрицы вот эти вот немножко повозиться, тут вот шестигранник выпилить болгарочкой, и все хорошенечко. Да все это дело делается не очень долго. Вот, зато у вас опрессовыватель готовый. Вот, на этом я, наверное, буду заканчивать. Кому интересно, ставим лайки, подписываемся на наш канал, резервные каналы, группу ВКонтакте. Кто хочет заказать себе подобный сварочный аппарат, машину контакт сварка с педалью, звоните, номер телефона я указываю внизу под видео. Также все наши ссылки и контакты под видео в описании видео. Вот. Делаем также дымонагнетатель для дымогенератора холодного и горячего копчения с высокооборотными турбинками, с регулировкой. Также питание от розетки 220 вольт, с питанием от аккумулятора автомобиля, с питанием от блока зарядки телефона. Вот, то есть любые высокооборотистые турбинки, они 7000 оборотов в минуту. Я их замерял, обороты на тахометре этой турбинки. Заявлено 6800, но 7000 он точно выдает. Я уже замерял. Видео у меня есть на моем канале, как я делал из замеры разных турбинок, кулеров для дымогенераторов. Вот, все это дело измерял производительность, сколько выдувает воздуха компрессор аквариумный и все остальные кулеры, турбинки. Вот, можете перейти на моем канале, посмотреть. Ссылочка также будет в описании под видео. Можете перейти, посмотреть это видео мое. Вот. В принципе, все. Также можете перейти на моем канале, посмотреть видеообзоры на машины контактной сварки.
подробные, кому мы отправляем все видео, скидываем на нашем канале, на наших резервных каналах и ВКонтакте. Вот, так что переходите, смотрите, подписывайтесь. Все, на этом до встречи, всем пока.